Всем привет из Ирландии. Ирландский паспорт самый сильный, самый мощный, самый желаемый, да, в 2025 году. Составлен рейтинг паспортов, и паспорт Ирландии сейчас на первом месте. На втором паспорт Швейцарии. В 2024 году паспорт Ирландии был, если не ошибаюсь, на третьем месте. То есть в этом году прям ирландский паспорт взлетел вверх. И я поздравляю ирландцев с этим, потому что они для этого сделали очень много. То есть вы понимаете, что это в общем получается страна Ирландия, одна из лучших, да, стран для проживания, для того, чтобы получить этот паспорт, да, и быть ирландцем. То есть тут этот список создается из различных факторов. То есть и я сейчас их скажу, да. То есть, например, первое, что очень важно в нынешнем мире, это то, что Ирландия является безблоковой страной. То есть она, получается, не входит ни в какие военные блоки. То есть она не входит в НАТО и во все остальное, что есть, какие там есть другие, да, альянсы и объединения. То есть она не блоковая и она нейтральная. Это нейтральная страна, что немаловажно. Следующий момент, это то, что с помощью ирландского паспорта вы можете посетить 189 стран без визы. То есть там, например, Дублин, Токио, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Лондон и потом Берлин. Легко, на простом, на спокойном сели и полетели. Там минимальные движения на границе, там может какую-то вот это вот, да, по прибытию визу там делается, оформляется, там пикается, вклеивается и все. То есть реально все быстро, четко, и вы по факту вы можете путешествовать по всему миру. 189 стран. Ну, вы понимаете, да, эти моменты. Дальше, смотрите, немаловажно то, что экономика Ирландии, ну, экономическая ситуация в стране благоприятная, то есть для открытия бизнеса. То есть, что это значит? Значит, что граждане платежеспособны. То есть, если ты приезжаешь, переезжаешь в Ирландию, открываешь там бизнес, то с большой вероятностью, что он будет успешен, потому что у людей есть деньги. И это очень важно, тоже это входит, да, в рейтинг, в смысле, в общем и целом это все суммируется о стране, да, делается все вот эти вот расчеты, и в общем, почему ирландский паспорт сейчас на первом месте. Это тоже один из факторов, что для бизнеса это очень благоприятная страна, потому что люди платежеспособные. Дальше, то, что в Ирландии доступно двойное гражданство. То есть, если вы там, у вас было гражданство Индии, не знаю, там, Пакистана, Бразилии, вы переехали сюда, пожили 5 лет, все выполнили, натурализацию и получили ирландский паспорт, вас не заставят отказаться от вашего бразильского, мексиканского и остальных паспортов. Хоть у вас 3-4 гражданства, никаких вопросов к вам нету, потому что во многих странах запрещено двойное гражданство, то есть есть много стран, где это просто запрещено. В Ирландии без проблем, приезжай, работай, делай все для страны, 5 лет прожил, все легально сделал, натурализация, подождал там годик, подал заявочку и получил свой заветный паспорт. Конечно, на словах это все легко, но по факту это очень сложно, и многие люди заветный паспорт и 10 и 15 лет живут, не могут получить, потому что там не все так однозначно, потому что этот паспорт, да, все-таки вот именно он дает много возможностей, и просто так налево-направо их не раздают. Следующий момент, то, что этот паспорт дает вам, вы можете проживать в любой стране Евросоюза без каких-либо проблем. В любую страну приехали, вы можете жить там, работать, никаких вопросов. Плюс Великобритания. То же самое, то есть Великобритания, у них тоже какая-то особая там, да, договор, что не нужны никакие визы, хотя Великобритания вышла из Евросоюза. То есть получается, что паспорт Ирландии и сама Ирландия как страна вот просто максимально благоприятна для того, чтобы в ней жить. Единственное, конечно, все могут сказать, да, минус, это, возможно, климат в этой стране. Но, я скажу так, уже прожив здесь 3 года, к нему привыкаешь, и, честно говоря, ты улыбаешься не от того, что солнце, да, светит или не светит, а ты улыбаешься от того, что вокруг тебя добрые люди, отзывчивые люди. И, в общем, страна приятная просто к проживанию. То есть ты едешь, везде все, неважно, это будет весна, зима, лето, осень.
просто зелень, просто красота, природа, атмосфера, воздух. Ты просто восхищаешься этой страной. Вот и все. То есть это тоже, мне кажется, один из факторов, которых нужно включить в список. Это красота самой Ирландии. Просто красота, ее необычная, вообще аутентичная такая атмосфера в самой стране. То есть то, что паспорт дает, да, много раскрывает границы, там, путешествия, без визы, это понятно, но сама красота страны тоже, я думаю, немаловажно, что в ней приятно жить, ты живешь и кайфуешь, да, то есть тут реально климат, это так кажется, вот просто там, вот сейчас, например, плюс 13, плюс 12, плюс 15, ну идеально же. Вот я сейчас в шортах, в тапочках и спокойно хожу по большую часть вообще своего времени вот так вот я передвигаюсь. Даже зимой я так могу выйти, и что это, не прелестно, не чудесно. То есть сама Ирландия реально, она влюбляет в себя. Так что поздравляю всех ирландцев с тем, что паспорт ирландский на первом месте. Я думаю, это достойно, это правильное вообще не то, что решение, да, это, то есть в этот рейтинг Ирландия попала не просто так. То есть это заслуженно. То есть это годы работы ирландцев на свой авторитет, на свою экономику, на свою страну, и чтобы их страна вышла в топ, стала на первом месте по желаемому, да, и по влиятельности паспорту в мире. Это очень классно. А вы хотели бы себе паспорт Ирландии? Пишите в комментариях. Отличная новость. Еще раз поздравляю Ирландию и всех ирландцев с этой прекрасной новостью. Всегда на связи.